Как-то раз мы загорелись идеей не просто посмотреть Испанию, а ощутить ее атмосферу по-настоящему. Ну а как тут не загореться, когда страна выглядит вот так? Для кого-то Испания – это вечные каникулы, пляжи, сангрия, эмпанадос и маньяна-маньяна. А кто-то говорит, все, Испания уже не та, это не страна, а сплошной туристический аттракцион. А для нас? Для нас же Испания была страной под знаком вопроса, и мы решили этот вопрос для себя закрыть. В этом выпуске мы ответим на главный вопрос каждого путешественника. Где же спрятана та самая, настоящая Испания? И как не ошибиться, выбирая маршрут. Мы покажем вам 6 городов, которые чаще всего советуют путеводители, но остаются в стороне от главных туристических маршрутов. Испания за пределами Барселоны, Мадрида и Валенсии. В каждый из них мы приехали с камерой и любопытством, а уехали с впечатлениями. И в этом выпуске мы честно расскажем, что же стоит вашего времени и денег, а что, пусть остается в воспоминаниях и соцсетях у кого-то другого. Мы покажем Испанию без рекламы и без прикрас, только наш опыт и наши настоящие впечатления. И напоследок мы составим рейтинг, который поможет и вам найти ту самую точку на карте для идеального приключения. И прежде чем окунуться в атмосферу яркой Испании, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, если еще не с нами. Ну что, Поехали! Наше путешествие мы начнем на побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Здесь расположился один из очень особенных испанских городов. Это Алтея. Пожалуй, одно из самых красивых и эстетичных мест из тех, которые попадались нам на нашем маршруте. Город так и просится в кадр. Альтею часто называют испанским Санторини. Все из-за скопления белых домов, расположенных на холме с узкими улочками и отличным видом на море. Есть сходство, не правда ли? Город неспроста имеет такой особенный облик. Еще в средневековые времена жители Алтеи красили свои дома в белый цвет, чтобы бороться с жарой и насекомыми. Но со временем такие бытовые соображения превратились в настоящую традицию. И сегодня в историческом центре Алтеи действует строгий архитектурный регламент. Новые дома обязаны быть белыми, с глиняной черепицей и оконными рамами в синих и зеленых тонах. Альтея – это маленький, но очень уютный городок. Здесь нет каких-то грандиозных достопримечательностей, но при этом большая часть людей на улицах – это туристы. Так, в городе проживает около 25 тысяч человек, но летом население Алтеи удваивается из-за большого туристического потока. И все дело, конечно же, в особенной атмосфере города. Исторически Альтея притягивала сюда большое количество артистов и богемы. Сотни, если не тысячи творческих людей выбирали Алтею своим домом, спасаясь от шумных городов. И именно из-за этого у города сегодня такой особенный шарм. Лучше всего сюда приезжать ближе к вечеру, когда солнце начинает закатываться и на город начинают падать длинные тени. В это время Алтея подсвечивается закатным светом, улочки становятся еще уютнее, а вид на море особенно красив. Прогулка по старому городу – это главная развлекательная программа в Алтее. Здесь множество магазинов с авторскими украшениями, галереи местных художников, прилавки с изделиями ручной работы и небольшие рестораны. Все рассчитано на то, чтобы просто гулять и наслаждаться. На каждом шагу встречаются интересные детали – мозаичные панно, уличные художники, музыканты и разнообразнейшие арт-инсталляции, иногда довольно неожиданные. Здесь, кажется, даже местные кошки знают, что живут в идеальной декорации для тихой и уютной жизни. Бродя по городу, мы наткнулись на приватную галерею одного местного мастера и просто зашли посмотреть. Никаких очередей, никакой рекламы, только мастер и его работы. К тому же это действительно красивое искусство. Важно понимать, Алтея – город, который раскрывается именно через медленное хождение без карты, через витрины бутиков, звуки уличных музыкантов, ароматы кофе и ресторанной еды. Центральная площадь с церковью тоже выглядит впечатляюще, особенно в лучах солнца. В церковь, кстати, можно зайти бесплатно, что в Испании, честно говоря, случается нечасто. Каких-то существенных минусов у Алтеи мы не нашли.
Разве что нужно понимать, город действительно миниатюрный. Все самое интересное здесь можно обойти буквально за несколько часов. Поэтому если приезжать специально на неделю, будет скучновато. Алтея – это невероятное место, чтобы приехать сюда на вечер, прогуляться по белым улочкам, поужинать на центральной площади и встретить закат у моря. Здесь невероятная атмосфера, эстетика прямо на высоте, прямо со звездочкой. Конечно, Алтея — это достаточно маленький город, и мы можем представить, что, возможно, не каждый готов проделать такой большой путь, чтобы посмотреть такой маленький город. Но Алтея действительно красива, собственно, как и местность вокруг, и поэтому нам кажется, что этот город отлично подойдет как самостоятельным путешественникам, так и путешественникам с детьми. И поэтому, да, мы рекомендуем его посетить. И, кстати, он находится совсем недалеко от нашей следующей точки. После уютной, почти домашней Алтеи, наша следующая локация кажется совсем другой реальностью. Если Алтея — это испанская Санторини, то этот город — это испанский Майами. Он называется Бенидорм и расположен всего в получасе езды от Алтеи. Вот здесь, прямо на берегу Средиземного моря. Уже при подъезде к городу особенный облик Бенидорма бросается в глаза. Здесь вместо исторических центров выросли небоскребы, и их правда очень много. Высотки тянутся вдоль всего побережья, впечатление такое, что когда-то здесь задумали что-то грандиозное, эдакий огромный курортный мегаполис. А ночью город еще и загорается миллионом различных огоньков, из-за чего в какой-то момент можно просто-напросто забыть, что ты все еще в Испании. Очень интересный опыт. Главное достояние Бенидорма, из-за чего сюда и приезжают туристы, это его пляжи. Они очень широкие и длинные, и к тому же очищаются каждый день, из-за чего песок не только мягкий, но и чистый. И хотя в сезон на эти пляжи может стекаться большое количество людей, места здесь хватает всем. А что же касается воды... Идем купаться перед долгой дорогой. Наконец-то. Да. Летом море в Бенидорме прогревается очень хорошо, идеально для любителей поплавать. Пляжная жизнь здесь – это как главный смысл и способ досуга. Люди проводят целый день у воды. Проснуться, позавтракать, лечь на песок, искупаться, поесть арбуз и так днями напролет. Пожалуй, для короткой передышки это даже приятно. И казалось бы, очень мощный концепт – совместить ряды высотных зданий с пляжным отдыхом. Но на деле все выглядит несколько странно. Даже в разгар сезона в Бенидорме присутствует некое ощущение пустоты. Много незаполненных зданий, недостроенных объектов, а на улицах гораздо меньше людей, чем ожидаешь, глядя на масштабы застройки. И мы задались вопросом, почему? Но чтобы ответить на него, придется вернуться немножко в прошлое города. Бенидорм был некогда симпатичной небольшой рыбацкой деревней. Еще каких-то 60 лет назад здесь едва ли можно было встретить дома выше 5 этажей. В 1960-80-х годах власти Бенидорма сделали ставку на массовый туризм. Город спроектировали вертикально, курортные виллы снесли, и высотки заняли их место, чтобы разместить как можно больше туристов. К сожалению, наследие некогда уютного старого Бенидорма сегодня можно увидеть только в районе старого города и на некоторых старых улочках вокруг. В основном же город представлен высотными зданиями, отелями и туристической индустрией. Это и должно было создавать ощущение впечатляющего туристического мегаполиса. Но городу несколько не повезло. Кризис 2008 года сильно повлиял на застройку города. Некоторые проекты остались недостроенными, а другие просто истрепались за прошлое десятилетие. Утративший лоск Бенидорм стал восприниматься как клишированное и немного немодное место, из-за чего основной фокус сместился к другим регионам Испании. Даже Алтея, например, переманила немалое количество туристов к себе. В итоге город, задуманный как ультрасовременный курорт будущего, оказался застывшим между мечтой 70-х и реальностью 21 века. Хотя потенциал у города был огромным. Бенидорм оставил у нас двоякие впечатления. Этот город отлично подойдет для тех, кто хочет просто лечь на пляже и отключить голову. Пляжи Бенидорма действительно для этого очень хороши, и инфраструктура тоже на уровне. Но лично нас не покидало ощущение, что город как будто бы потерял свою аутентичность и превратился из такого маленького курортного милого городка в огромный курортный городище, который имеет однотипные бары, однотипные клубы и однотипные развлечения. К
тому же, во время нашего пребывания в Бенидорме город казался пустоватым, и это очень сильно диссонировало с масштабами застройки этого города. Мы, конечно же, не пожалели, что приехали в Бенидорм, но надолго оставаться мы бы там не стали. И так как Испания находится на побережье, то, на наш взгляд, можно найти и более интересный прибрежный город. Широкие пляжи Бенидорма были впечатляющими, но Пенискола — это, как нам кажется, уже совсем другой уровень. Этот древний испанский город расположен на берегу Средиземного моря, между Барселоной и Валенсией, еще с античных времен. И сегодня он выглядит очень по-особенному. Представьте, огромный пляж с мягким и чистым песком, теплое море, и все это вблизи древней крепости. Откуда она здесь взялась? В XIII веке мавры возвели здесь крепость, но уже в XIV крепость перешла во владение рыцарям-тамплиерам, которые перестроили замок, придав ему готический вид, дошедший до наших дней. До сих пор замок выглядит как сцена из фильма. Крепость носит название замок Папы Луны. С этой личностью, кстати, связана довольно интересная история. Папа Луна или Бенедикт XIII был папой римским в конце XIV века, но был изгнан из Рима и прозван антипапой. В страхе за свою жизнь Папа Луна укрепился в этом замке до конца своих дней, и статуя, установленная ему прямо под стенами крепости, и сегодня напоминает о его драматической истории. Но вернемся к Пенисколе. Сам городок очень компактный, весь старый центр обвивает крепость, как будто охраняет ее от шума большого мира. Узкие белые улочки, небольшие кафе, сувенирные лавки – все здесь создано для того, чтобы неспешно гулять и любоваться каждым уголком. Днем в городе становится достаточно жарко, хотя такие фонтаны, установленные то тут, то там, помогают освежиться в жару. Улицы вокруг замка по большей части туристические и заполнены сувенирными лавками и кафе. Но здесь это, честно говоря, нисколько не ухудшает атмосферу старого города, а только добавляет интереса исследовать улочки дальше. Ну и, конечно, пляж. Даже в сезон, когда людей много, атмосфера здесь не превращается в хаос. Пляж широкий, море спокойное, а вид на старую крепость – это вообще отдельное наслаждение. Где вы еще сможете позагорать у стен древней крепости, которая видела десятки поколений людей? Это действительно единственный такой пляж в своем роде. Возможность совмещения полного расслабления на берегу моря вкупе с возможностью пройтись по улочкам древнего города, да еще и к тому же с видами на старинную крепость, делает Пенисколу в наших глазах очень интересной точкой маршрута в нашем испанском путешествии. Пенискола — это как отличный микс. Немного истории, немного красивых пляжей и очень много красивых улиц. Но все же, как и Алтеи, город достаточно маленький, и, возможно, надолго сюда нет смысла ехать. Этот город показался нам в своем роде особенно уникальным. Именно здесь можно закрыть главное ожидание от летнего отпуска в Испании. Но если вы в поисках особенного испанского шарма, то этот город точно стоит того. В Пенисколе мы надышались морским воздухом, налюбовались крепостью и видами, но самое время сменить декорации. Переместимся подальше от прекрасных пляжей, поближе к сердцу страны. Вперед, вглубь Испании! Сарагоса – город, который редко оказывается в списке первых туристических маршрутов и известен миру, наверное, в основном благодаря именно этому ракурсу. Но, как нам показалось, город имеет свою особенную атмосферу, и сейчас мы покажем, почему. Сарагоса – один из старейших испанских городов и была основана римлянами в 14 году до нашей эры под названием Цезарь Аугуста в честь императора Августа. Позже город получил свое современное название в результате арабского слияния и последующей реконкисты. Сарагоса стоит почти посередине между Барселоной и Мадридом и находится далеко от моря, из-за чего туристы здесь не такие частые гости. Поэтому, в отличие от двух мегаполисов, здесь жизнь течет своим ритмом – неспешным, теплым и часто ветреным. Ветер здесь – это отдельная история. Из-за географического положения Сарагосу часто обдувают холодные потоки с равнин. Даже летом можно почувствовать настоящую прохладу. В жарком июле такая погода нам пришлась по душе. Сердце Сарагосы – это площадь Богородицы дель Пилар.
огромное открытое пространство, вокруг которого возвышается главный символ города – Базилика дель Пилар. Эта базилика, строительство которой продлилось аж почти 2 века, настоящий шедевр испанского барокко. Собор действительно впечатляет. Огромные купола, высокие башни, роскошная отделка внутри. Зайти сюда точно стоит. С базиликой связан удивительный факт. Во время гражданской войны в Испании в 1936 году на базилику было сброшено несколько бомб, но они не взорвались. Некоторые из них до сих пор хранятся внутри как символ чуда. И это особенно радует, что базилика уцелела, ведь часть ее интерьера была в свое время создана знаменитым художником Франсиско Гойя. Он, к слову, родился неподалеку от Сарагосы. Сегодня ему поставлен памятник прямо на центральной площади города. Через реку Эбро, на берегах которой находится базилика, от площади перекинут старинный мост Пуэнте де Пьедра. Один из лучших видов на базилику открывается именно с него. Мы приехали в город как раз в тот момент, когда на площади проходил религиозный праздник. Пели, танцевали, хлопали в ладоши. И все это выглядело совершенно искренне, без намека на туристическую постановку. Правда, как оказалось, это была некая католическая секта. Но об этом мы узнали слишком поздно. Как тебе концерт? Концерт потрясающий. Я не знаю, что сегодня выступает Металлика. Атмосфера на улицах максимально живая. Много молодых людей и компаний, бесцельно прогуливающихся по городу и фотографирующихся на фоне закатных огней. Гулять по городу – это настоящее удовольствие. Он оживленный, красивый и чистый. Вот в Германии уже все вот эти вот стыки были бы в мусоре. Здесь такого нет совершенно. Вон, абсолютно чистейшие стыки. Вон, один окурок только лежит несчастный. К тому же в Сарагосе огромное количество ресторанов. И мы заглянули в один из них, где и узнали, что английский в Испании знают далеко не везде. Но это только добавляет ощущение, что ты не в туристическом аттракционе, а в настоящем испанском городе, где люди учатся, работают и живут свою уютную испанскую жизнь. Вечером Сарагоса оживает еще сильнее. Улицы наполняются музыкой и смехом, люди сидят в барах и царит атмосфера полной свободы. Как тебе атмосфера города? Располагает. Да? Такая активная, приятная и теплая. И молодежная. Ты молодежь? Я ищу какая молодежь. Таких молодежи, как я, еще поискать надо. Здесь легко почувствовать, что ты не турист на экскурсии, а просто часть большого и живого города. Ну что, нагулялись? Да, натусились. Просто всю ночь напролет в сарагосских клубах, Эти барах. полчаса Съемок. в ресторане, да, без напитков. Жестко. Сарагоса не из тех городов, которые мгновенно поражают красивыми фасадами. Она цепляет именно благодаря своей искренности и открытости. Так что же мы можем сказать об этом городе? Сарагоса – это очень аутентичное место, и ты погружаешься в его атмосферу постепенно. И что самое интересное, это происходит как-то само собой, просто в момент прогулок по этим улочкам. Здесь нет перенасыщения достопримечательностями, но все же эстетика при этом присутствует. А благодаря ночной жизни в городе можно еще и хорошо развлечься. Поэтому, если хочется настоящую Испанию без толп и туризма, то Сарагоса – это идеальное решение. Испания без прикрас. Настоящая. Собственно, как и наш следующий город. Этот город расположен всего в часе езды южнее от Барселоны, но в отличие от нее, его часто проезжают мимо. А зря. Эта локация, а точнее город позади меня, называется Таррагона. Таррагона – это небольшой прибрежный город. Его население около 140 тысяч человек, но за спокойными улицами здесь скрывается несколько тысяч лет истории. И сейчас мы это увидим. Первая встреча с Таррагоной кажется обманчиво простой. Городской пляж, люди, неспешно прогуливающиеся по улицам города, и старый город, окруженный новыми постройками. Все как в десятках других курортных городов. Но здесь, буквально за спиной, камни, которые помнят, как тысячи лет назад под рев толпы выходили на арену гладиаторы.
И, собственно, главная достопримечательность – римский амфитеатр Таррагоны, который стоит прямо на побережье. Он разрушен временем, но все еще невероятно величественен. Во времена своего расцвета он, должно быть, выглядел как-то так, и здесь помещалось до 15 тысяч человек. Сегодня вместо боев здесь только шум волн и любопытные туристы с камерами. В амфитеатр можно зайти, если заплатить 5 евро, но, как нам кажется, со стороны им любоваться даже удобнее. Но амфитеатр – это лишь начало. Стоит подняться выше по холмам Таррагоны, и тебя встречают древние стены старого города, построенные еще в 1 веке до нашей эры, а точнее то, что от них осталось. Внутри стен настоящий лабиринт улиц, узкие переулки, красивые дома, выбеленные солнцем фасады. Есть и несколько небольших достопримечательностей, оставшихся здесь со времен римского правления. На стенах кое-где можно встретить граффити, этакое дыхание новой жизни среди веков истории. В центре старого города возвышается главный собор Таррагоны. История этого собора охватывает несколько эпох, из-за чего он сочетает в себе сразу несколько стилей. Построенный на месте римского храма, собор словно вобрал в себя дух долгой истории города. Определенно стоит посмотреть. Правда, платить за вход 11 евро с человека нам показалось неоправданно много, и вместо этого можно отправиться познакомиться с городской жизнью получше. Каждое воскресенье в центре Таррагоны проходит блошиный рынок, известный как Меркаде де ла Катедраль. Он расположен у подножия кафедрального собора и специализируется на продаже антиквариата и винтажных предметов. Здесь продается большое разнообразие товаров, например, виниловые пластинки, старые фотоаппараты, лимитированные игральные карты и украшения ручной работы. Это по-настоящему уютное мероприятие. Лично мы большие фанаты подобных ярмарок. Здесь нет постановочной красоты, нет идеальных витрин. Таррагона в целом не позирует перед туристами, она просто живет, и в этой живости весь ее шарм. После барахолки мы очень рекомендуем пообедать в одной из небольших кафешек города. Эмпанадос здесь великолепны, собственно, как и сангрия. Ну что, это эмпанадос, традиционная испанская закуска. Она делается из кукурузной муки, сейчас будем пробовать. Я взяла с беконом и с сыром. Здесь принесли еще какой-то беленький вот такой соус. Интересно. Словно бы начос поджаренный, по вкусу такой, и внутри мягенький. И там сыр и бекон. Интересно. В такие моменты понимаешь, Испания – это не только пляжи, замки и музеи. Испания – это когда ты сидишь на углу старой улицы с эмпанадой в руках, слушаешь шум города и думаешь: да, я там, где нужно. Так каков же наш вердикт Таррагоне? В городе царит по-настоящему уютная атмосфера. Исследовать Таррагону – это как бродить по музею. Ты просто передвигаешься между экспонатами и наслаждаешься от увиденного. К тому же очень приятно потеряться в многочисленных переулках старого города. Но все же следует признать, что вариативность развлечений в Таррагоне несколько ограничена, и поэтому в качестве какой-то большой остановки мы бы этот город рассматривать не стали. Но, так как город расположен очень удобно между Барселоной и Валенсией, возможно, он окажется у вас на пути, и тогда в него точно стоит заехать. Последним в нашем списке мы выбрали город, который выглядит так уникально, что его трудно перепутать с любым другим. И, скорее всего, вы уже натыкались на его фотографии в различных соцсетях. Этот город стоит на обрыве, и мы сюда приехали, чтобы посмотреть на вот эту мощь прямо со скалы. Сейчас будем запускать дрон. Очень жарко. По ощущениям градусов 40. По факту, наверное, градусов 36-37. Ну что, отправляемся? Да. Добро пожаловать в Ронду. Город, который буквально стоит на краю обрыва. Ронда – это один из старейших городов Испании, основанный примерно в 9 веке до нашей эры. Он находится примерно в 100 километрах к западу от города Малага и расположен в горах Сьерра де ляс Ньевас. Его локация – это уже сама по себе достопримечательность. Нашла справочник на русском языке. Здесь сказано, что город стоит на утесе 750-метровой высоты, разрезанном на две части знаменитым ущельем Тахо. Размеры ущелья 500 метров в длину, 100 метров в глубину, максимальная ширина 50 метров.
Оно было естественным препятствием для роста города вширь, но в то же время служило защитой. Посмотрим поближе. Городской центр в целом ничем особенно не выделяется. Большая часть городских улиц здесь – это магазинчики с сувенирами и одеждой, кафе, рестораны и вкусное мороженое. Город спасается от жары с помощью таких тенистых улиц с навесами. В общем, классическая атмосфера испанского города летом. Но, конечно, в Ронду приезжают в первую очередь не столько, чтобы пройтись по центральным кварталам, а чтобы взглянуть на тот самый мост над ущельем. Мост Пуэнте-Нуэво, так называемый Новый мост, построенный в 18 веке. Чтобы понять масштаб, достаточно взглянуть вниз и увидеть пропасть глубиной почти 100 метров. Сам мост соединяет две части Ронды, которые веками разделяло ущелье. До появления знаменитого моста город представлял собой два отдельных района, расположенных по обе стороны ущелья. Ля Сьюдад – старая мавританская часть города, находящаяся на южной стороне ущелья, и Эль Меркадильо – более новая часть, расположенная на северной стороне, возникшая после реконкисты. Раньше жителям Ронды приходилось пользоваться куда менее удобными мостами ниже по течению реки, а новый мост очень сильно изменил не только облик, но и образ жизни города. Сегодня дома и сады буквально нависают над обрывом, впечатление одновременно захватывающее и немного пугающее. Эта локация поистине запоминающаяся. Здесь хочется задержаться, просто постоять и смотреть вдаль. Но Ронда – это не только мост. Здесь находится одна из старейших арен для боя с быками в Испании – Пласа де Торос. Наверное, во всей стране нет других арен с таким видом. И, кстати, если уже говорить о кориде, стоит упомянуть и город Осуна неподалеку. Это совсем небольшая арена, но именно там снимали сцены из «Игры престолов». Узнаете? Мы с трудом. Такие чудеса монтажа. Что же касается Ронды, то хочется упомянуть, что город оставляет очень особенное впечатление. Здесь чувствуешь не только уют архитектуры, но и какую-то внутреннюю мощь самого места. И в этом жарком воздухе, в тенистых улицах, в обрывах над ущельем ощущается настоящая искренняя Испания. Отличная точка, чтобы поставить финальный акцент нашего путешествия. За атмосферность Ронда получает оценку «отлично». Чисто даже за эмоции, когда стоишь на краю моста. Вид оттуда просто потрясающий. К тому же город показался нам очень красивым. Пускай не все его части, но все же. И хотя в городе отсутствуют какие-то масштабные вечеринки и фестивали, чисто даже ради красивых видов в Ронду имеет смысл ехать. Единственное, о чем мы пожалели, это то, что мы не выделили на пару дней побольше на этот город. Но надеемся, что нам еще представится такая возможность, и тут-то мы точно не оплошаем. На самом деле этот город сильно помогает расширить понимание того, насколько разнообразной, насколько красивой может быть Испания. Шесть городов, 6 разных Испаний. В этом выпуске мы смогли познакомиться с очень разными городами Испании, и, безусловно, каждый из них нас чем-то зацепил. Конечно, если у вас есть достаточно времени, чтобы посетить все из них, мы точно рекомендуем это сделать, чтобы получить полное разнообразие отдыха в Испании. Но если вы, как и многие, стоите перед выбором, то имеет смысл выбрать те города, которые больше всего соответствуют вашим ожиданиям от Испании. Ну и, как и обещали, наше финальное заключение. Как и ожидалось, каждый город по-своему оказался уникальным. Алтея – белый, теплый и неспешный, настоящий островок тишины и эстетики. Бенидорм – испанский Майами, амбициозный в застройке, но пустоватый по настроению. Пенискола – идеальный компромисс между морем и историей, пляжи, крепость, красивые улицы. Сарагоса – неожиданно аутентичная, без туристических толп, без напускной красоты, но с настоящей жизнью. Таррагона – маленькая и скромная, но с огромной историей. И, наконец, Ронда – город, зависший над пропастью, завораживает с первого взгляда. Древний мост, драматичные виды, дух Андалусии в чистом виде. Нашим фаворитом, на удивление, оказалась Алтея. Туда мы бы даже вернулись, если представится такая возможность. Но городом, от которого мы ожидали большего, стал Бенидорм. Хотя, может быть, мы просто не до конца его поняли. Но как бы там ни было, это было наше настоящее и непредвзятое мнение после посещения каждой из этих локаций.
И если вам кажется, что какой-то город тоже должен оказаться в списке особенных мест Испании, то напишите нам в комментариях, и, быть может, он станет частью наших следующих выпусков. Ну а главный итог. Главный итог – это то, что мы ни на минуту не пожалели, что отправились за пределы стандартных маршрутов. Испания удивительно яркая и разноплановая страна. Охватить ее всю за одну поездку вряд ли возможно, но по-настоящему прочувствовать ее атмосферу вполне реально. Стоит лишь не бояться открывать для себя новые места и помнить, что Испания начинается там, где заканчиваются туристические буклеты. Спасибо, что были с нами в этом путешествии. Поддержите наши старания лайком и подпиской. Если вы еще не видели наш выпуск про влияние арабской культуры на Испанию, мы очень рекомендуем его посмотреть. Ну а мы же увидимся с вами в следующем выпуске.